Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Харьковской области и различным живописным местам. Вообще, зрители канала Алекс Моторный просят нас больше уделять внимания пригороду и Харьковской области. В этот раз нас заинтересовали село Мохнач и прежде всего источник в этом селе, который привлекает как красотой окружающей природы, так и фантастическим прошлым. Мохнач – село в Змеевском районе недалеко от поселка Эсхар. Расположено на правом берегу Северского Донца, которое считается одним из самых живописных уголков Харьковщины. С одной стороны села раскинулся старинный лиственный лес, а с другой река. Северский Донец в этих местах извилист, и множество ручьев питает его. При этом регулярные весенние паводки привычно затапливают берега. Местами в лесах встречаются довольно заболоченные участки, что способствует накоплению железа в местных грунтах. Здесь расположено знаменитое Мохначинское городище и целебный Суворовский источник. Считается, что вода из него лечит от заболеваний глаз. Свое название Мохнач получил в честь Мохначинского городища, которое относят к VII-XIII векам. В 1239 году городище было полностью уничтожено татарами. Первое население здесь появилось во времена неолита. Первые поселения на территории современного села появились в раннем Железном веке. Есть предположение, что валы городища были построены скифами. Потом на смену скифам пришли сарматы и родственные им племена. В X-XI веках территорию заселяют славянские племена, а в начале XIII века Мохначинское городище было разрушено, как я уже сказал, татаро-монголами. Мохначинское городище просуществовало около 200 лет. Село Мохнач было основано в 1630 году. В XVIII веке Мохнач стал войсковым поселением и четвертым по количеству населения населенным пунктом в Чугуевском уезде, после Чугуева, Печенех и Змеева. Во время Второй мировой войны село Мохнач находилось под немецкой оккупацией с начала октября 1941 года по конец августа 1943 года. Село Мохнач расположено вдоль Черной горы, где бьют три источника воды. Рыжий источник, или как его еще называют Суворовский родник, Медный источник и источник Брязкуха. Говорят, что вода из Суворовского родника обладает целебными свойствами. Ее используют при лечении заболеваний глаз. Согласно местной легенде, вода в Суворовском источнике насыщена солями железа, отчего стенки купели выглядят рыжими. А иногда прозрачная вода кажется желтоватой из-за этого. По легенде, здесь останавливался Суворовский полк во время движения войск на Дон. Из-за антисанитарных условий у солдат войска развился конъюнктивит. Благодаря воде родника, которой солдаты умывались, заболевание прошло. Отсюда и пошла легенда о целебной воде родника. Согласно другим источникам, ничего общего этот родник не имел с историей, и что Суворов не бывал в этих местах. Может, оно и так, хотя Суворов мог бывать здесь по дороге на Дон для подавления Пугачевского восстания. А может, просто это был не Суворов, а суворовцы. Решайте, во что вам верить сами. Кстати, вода в источнике и в купели держит температуру в любое время года от плюс 4 до плюс 8 градусов. Растворенные соли, содержащиеся в этой воде, могут слегка подсушивать кожу, даже после окунания в холодный источник, отчего создается ощущение омоложения и бодрости.
Кроме купели, у источника рядом раньше были устроены стол и скамейки силами местных жителей. Со временем сельчанам пришлось убрать скамейки из-за наплыва туристов, которые оставляли много мусора после себя. В нынешнем облике рыжая креница выглядит даже более естественно и привлекательно. В свое время источник осветил священник Николай Ренчак, настоятель Свято-Трифоновского храма. Сегодня Мохнач – современное село с развитой инфраструктурой. Здесь развито лесничество и садовые участки. Добраться до этих мест можно на автобусе до Змеева. Интересно, что железная дорога поблизости не проходит, а станция Мохнач расположена в 20 километрах от Мохнача, в поселке Терновая Чугуевского района на противоположном берегу реки Уды. Как же так получилось, что железнодорожная станция и село не имеют прямого сообщения между собой? Дело в том, что в свое время через Уды проходил автомобильный мост, но он был разрушен во время Второй мировой войны в 1943 году, а грунтовая дорога между поселком и станцией стала непроездной. Вообще же достопримечательности в Мохначе в основном природные. Сюда едут отдохнуть среди красивых живописных мест, насладиться природой, прогуляться по Мохначинскому лесу. Многие приезжают в Мохнач ради интересных походов с палатками и посещают городище и другие интересные места.